Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня я по многочисленным просьбам тестирую для вас вот такие крупные насадки тюльпан. На Западе же их называют русские насадки. Их объединяет размер. Это огромные насадки, 4 сантиметра в высоту. И, конечно же, у очень многих они вызывают интерес, особенно у новичков в кондитерском деле. И даже у тех, у кого есть уже и опыт, но люди все равно сомневаются, покупать ли такие насадки или не покупать. Вот в данном видео я хочу разобраться вместе с вами. Я сварила большую порцию на 250 грамм белкового крема и хочу с вами разобраться, стоит ли нам вообще их покупать, такие насадки. Вот такой огромный переходник у меня 6 сантиметров, он в высоту и 4 сантиметра в ширину, именно для этих насадок. Конечно же, мешки большого размера нужны, кондитерские, самые большие я беру всегда для этих насадок. И первое, с чего мы начнем, мы испробуем 5 насадок тюльпан. Они совершенно разные. Вот такая интересная насадка с множеством тычинок. И сейчас мы все посмотрим, как это будет смотреться именно в кремовом рисунке. Крем я окрасила гелевым пищевым красителем водорастворимым. И краситель у меня немецкий. Здесь у меня цвет называется клубнично-красный. Очень красивый получается оттиск из этой насадки. Это по сути все насадки штампы. То есть этой насадкой сразу можно отсадить готовый цветок. Вот эта насадка тюльпан с узором розы. Лепестки на этой насадке расположены так, что они напоминают чем-то собой цветок розы. Из этой насадки получаются очень достойные, красивые цветы, на мой взгляд. То есть я ее рекомендую приобретать, и очень красивые будут цветочки. Очень красивые для капкейков, украшения именно маффинов она подходит. Такой крупноватый, я бы сказала, тюльпан. Здесь крупные тычинки. Получаются такие, ну, на скорую руку, я бы сказала, тюльпаны. Да? Вот здесь вот очень интересная насадка. Всего 3 лепестка. Здесь несколько тычинок в центре. И что из нее можно сделать, из этой насадки? Из нее можно сделать и бутоны, и из нее можно также сделать бордюр. Видите, вот так вот, если слегка надавливать на эту насадку, нажимать, получается вот такой очень интересный бордюр из нее. И также более высокие можно вытягивать цветы. То есть тоже смотрится очень достойно этот цветочек из этой насадки. Здесь с закругленными такими лепестками тюльпан. Вот что здесь будет? Какая у нее особенность? Особенность будет такая, что здесь, в принципе, тюльпан смотрится более естественно, но сами лепестки получаются как бы оторванные немножко, видите, из того же самого крема. Из той же самой насадки получаются совершенно другие лепестки. Они как будто слегка надорванные. И видите, вот такие вот интересные, получаются совершенно разные тюльпаны. Розы очень красиво смотрятся. Да и они все, в принципе, красиво смотрятся. Здесь вот, на мой взгляд, крупноваты вот эти вот тычинки именно в данном виде тюльпана. А так все это, в принципе, работает. Вот этот вот с мелкими тычинками очень красивый. А там, где, видите, закругленные были лепестки, получается надорванный контур у лепестка. Теперь будем пробовать следующие насадки. Здесь у меня, смотрите, 3 лепестка всего. Какая интересная насадка. Вот что из нее может получиться. Получается из нее очень достойные бутоны, вот такие. То есть ими можно украсить, дополнить, скажем так, большую цветочную композицию на таком цветочном торте. То есть можно бордюр сделать. И вот здесь типа клумбы такой я уже отсаживаю целую такую композицию из нее, из этой насадки. Тоже таких меленьких цветочков. Тоже смотрится очень и очень красиво. И всего 3 лепестка. То есть вот это работает на белковом креме. Бордюр очень красивый, очень необычный получается. Теперь вот такой вот закрученный цветочек, скажем так. Вот так это смотрится в креме. Видите? То есть очень красивая получается композиция. И вот такая вот насадочка для белкового крема работает просто перфект.
Вот это насадка солнышко. Это проблемная насадка даже для масляного крема. Из белкового крема, когда я делала обзор по масляному крему из этой насадки, я говорила, что из белкового крема получается по сути узор из закрытой звездочки. Я ее не стала бы использовать никогда для белкового крема. Ну, можно что-то. Середину у мака можно ей отсадить. Здесь у меня насадка цветочек-снежинка, скажем так. Вот такая вот она. Она очень проблемная насадка, даже и для масляного крема. Получается вот такие вот закрытые звездочки. 3 первых цветочка еще более или менее какие-то получились, а потом все это смазано очень. Видите? Такие коробочки получаются. Маргаритку можно вполне использовать здесь, но тоже напоминает чем-то закрытую звездочку. В принципе, можно ее использовать. Вот такой вот закрученный цветочек. Абсолютно ничем не отличается от закрытой звездочки. На мой взгляд, ничего такого особенного. И вот насадка, так называемый василек. Получаются очень интересные бутончики из него. И оформленные очень лепесточки. И смотрите, и как низенькие цветочки, так и вытянутые получаются. То есть вот эту насадку можно вполне приобретать. И получается такой очень красивый, необычный цветочек из нее. И вот я теперь покажу поближе. Видите, вот этот закрученный цветок очень красиво, очень рекомендую его. Тот, что из 3 лепестков, вообще просто находка, я считаю, во многих ситуациях. На скорую руку, потому что времени никогда не хватает, особенно у начинающих кондитеров. Насадка солнышко, ну вы видите, смысла особого в ней нет для белкового крема. Цветочек снежинка тоже. После буквально 3 первых цветочков он закрылся, и ничего особенного нет. Маргаритка тоже вполне неплохо смотрится. Под конец начинает цветочек тоже вытягиваться, но в принципе неплохо. Вот этот вот закрученный цветочек, ну, обычная звездочка такая, да, получается, ничего особенного. И василек смотрится довольно-таки прилично. Вот теперь насадка у меня F01. Вот такой вот типа квадрата какого-то, да, назовем его так, с зазубринами. В принципе, это насадка для безе, для меренги. Но попробуем, что можно из нее сделать из белкового крема. И можно ли вообще что-то сделать. По сути, должны выходить, ну, более или менее такие квадраты. Но выходит что-то такое похожее, да, если тем более мы знаем, что это квадрат. Но, в принципе, ничего особенного. На мой взгляд, это обычная насадка круг, такая просто с рифлениями. Бордюр из нее не получается. Видите, да, что происходит? И даже вот так вот ребром ее ставлю, и все равно бордюр не получается. Попробую 1 на 1 вот так вот сделать, как вот для меренги даже. Ну, что-то такое непонятное. Ну, для меренги, для безе она подходит. Теперь огромная травка. К сожалению, она вот у меня тоже без номера. Но это видно, то есть как насадка тюльпан, только это травка. Так как насадка огромная, конечно же, травинки огромные, они распадаются. Вот видите, как тычинки у большого такого цветочка, ее вполне можно использовать. Вот как сейчас я, то есть коротко отсаживаю. А когда уже в виде травки ее использовать, распадаются из-за своей тяжести. Как такие низкие тычинки. Смотрится очень даже прилично. Такая насадка с таким треугольником. Эта насадка, конечно же, для масляного крема. Но попробуем, что будет выходить сейчас на белковом. Вот такой треугольник. На масляном креме такая насадка идеально держит вот этот острый угол. На белковом этого, к сожалению, эффекта нет. Получается такой достаточно расплывчатый контур. И я бы не стала ее отдельно приобретать для белкового крема, такую насадку. То есть она не работает. По сути, она свою функцию здесь не выполняет. На белковом креме можно и другое что-то. Пытаюсь сделать какие-то вот такие стержни, тоже ничего не получается. Видите? То есть, по сути, из этих 3 насадок здесь работает только насадка крупная травка
И то она работает здесь именно как середина у крупного цветка, как множество таких тычинок сразу. Теперь попробуем насадки так называемые улыбки. Здесь у меня будет тройная улыбка. Здесь также я сейчас для вас протестирую улыбка вот с такой вот зазубриной на каждом лепестке. Получаются, конечно же, очень объемные, очень быстрые, которые получаются у всех цветочки. Видите, буквально 5 лепестков. Уже здесь тычинки я делать не буду, здесь и так все понятно. Получается цветочек сразу. Сразу его можно отсаживать на торте на самом. Эта насадка хорошо работает для белкового крема. К сожалению, вот они все идут без номера, эти насадки огромные. То же самое проделываем и с насадкой тройная улыбка. Вот она у меня сейчас на столе стоит, где вот этих 3 полумесяца, да, вот эта тройная улыбка так называемая. Тоже она прекрасно работает на белково-заварном креме. Получаются огромные цветы из нее, кому нужно сразу большие. И сразу их, что преимущество здесь, сразу можно отсаживать на торте. То есть мы на боковине торта можем сразу непосредственно, без гвоздика, не переносить этот цветок с гвоздика на торт, а сразу на самом торте отсаживать вот этот огромный цветок. Вот эти улыбки одиночные, здесь одна у меня с рифлением, а другая просто обычная, также идеально подходит для этого. Здесь насадка 402L, огромная самая хризантема. Вот что из нее можно делать? Рюши вот такие прекрасно получаются. Видите, на боковине торта, на детских тортах. Превосходно платье у девочки, допустим, какие-то просто рюши сбоку. Также идеально из нее получается роза. Пройдите по ссылке в описании к данному видео. Оставлю, у меня есть целое видео, мастер-класс по этой насадке, как я делаю из нее розы. Здесь просто не стану на этом останавливаться, иначе видео будет очень и очень длинным. Итак, вот здесь у меня получилось 20 насадок. Я просто вот эти 2 улыбки уже не стала наполнять кремом, тут и так все понятно. Вот это по центру, да, непонятно что, это из насадки вот это 402L я попыталась отсадить как бы такой цветок, да, ну получается вот как бы масса, ей хорошо отсаживать центр у большого пиона. Вот единственное, что и розу из нее получается очень красивая роза из этой насадки. Проходите по ссылке, смотрите. Вот эти и тройная улыбка, и одиночные улыбки с зазубринами, с перемычкой вот с этой, все получается идеально. Все можно использовать для белково-заварного крема. Здесь я хотела вам сказать отдельно о насадке сфера. Конечно же, ей можно работать белковым кремом. И я хочу посвятить отдельное видео торту, который я буду украшать именно из насадки сфера. Покажу, как с ней очень просто и быстро работать. И сразу можно делать тройную расцветку этой насадки. Вот такие насадки мы сегодня с вами рассмотрели. 20 насадок, не считая насадки сфера также. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.